Покинув дом, я проходил мимо процветающих столиц, городов, деревень, мимо скотоводческих ферм, шахт, пашин, долин, цветников, садов, где выращивались саженцы деревьев, и через девственные леса. Комментарий. Деятельность человека в области сельского хозяйства, горной промышленности, животноводства, садоводства и других отраслях еще в прошлом цикле творения имела такие же масштабы, как и теперь, и даже в следующем цикле творения она останется такой же. Проходят сотни миллионов лет, и повинуясь закону природы, начинается новый виток творения, и история Вселенной повторяется почти без изменений. Мирские спорщики впустую тратят время на археологические раскопки вместо того, чтобы изучать насущные потребности жизни. Получив стимул к духовной жизни, Шри Нарада Муни, несмотря на то, что был еще ребенком, не терял ни мгновения на экономическое развитие, хотя проходил мимо городов и деревень, шахт и промышленных предприятий. Он не останавливаясь, шел по пути духовного освобождения. В Шримад Бхагаватам описана история, произошедшая сотни миллионов лет. Как утверждается в данном стихе, это трансцендентное произведение включает в себя лишь самые важные эпизоды истории. Еще раз. Покинув дом, я проходил мимо процветающих столиц, городов, деревень, мимо скотоводческих ферм, шахт, пашин, долин, цветников, садов, где выращивались саженцы деревьев, и через девственные леса. So here Narada Muni is describing his previous life. Так здесь Нарада Муни рассказывает о своей прошлой жизни. It shows how a person can progress from a very lowly position to a very exalted position by performance of bhakti yoga. И эта история показывает то, как человек может прогрессировать с самого низкого положения до самого возвышенного. By practice of bhakti yoga. Благодаря практике бхакти-йоги. Narada Muni also is mentioned in a later canto of the Bhagavatam that in previous life he was a Gandharva. И позже будет объяснено, что Нарада Муни в своей прошлой жизни был Гандхарвом. And he and his Gandharva associates were enjoying life in a sense enjoyment, you can say, in a heavenly planets. И он, и как бы такие же Гандхарвы, как и он, наслаждались в прошлом райской жизнью на райских планетах. And one group of devotees, Sankirtan party, passed by. И одна группа Санкиртана, она проходила мимо этих планет. Perhaps like your group. Вот как, допустим, ваша. And they, Narada and his associates disrespected them. И Нарада и его спутники, они как бы не выказали должного почтения им. And they result, Narada got cursed to take birth as a Sudra. И в результате Нарада он получил проклятие в том, чтобы он в следующей жизни стал шудрой. And he took birth in this birth as a son of a maid servant. И вот он принял это рождение как сын служанки. So fortunately, when the great sages and sadhus curse someone, there's usually also benediction contained there. И на самом деле, когда святой человек он проклинает, в этом проклятии также есть благословение. Saintly persons are not just interested in cursing people. Потому что священные люди, они никогда не заинтересованы в том, чтобы просто проклинать людей. They are the well-wishers of others. Они являются доброжелателями других. Pratikshava karunikam suridam sarvadehinam ajata satravasantam sadhavasada bhushana. The qualities of a sadhu are that he is tolerant and merciful. Качество садху — это то, что он является милостивым и терпеливым. And he's a friend of other living entities. И он является другом всех остальных живых существ. He has no enemies. У него нет врагов. He is peaceful. Он умиротворен. He always abides by the scriptures. И он всегда следует Писанию. Yeah. These are the characteristics or the ornaments of the sadhu. И эти другие характеристики являются украшениями садху. So, tolerant and merciful. They tolerate
abuse or criticism. И они терпеливы, милостивы. Терпеливы означает, что они склонны терпеть критику и порицание. Just like you're going on Sankirtan, someone may not like it. Вот точно так же, когда вы выходите на Санкиртану, вот кому-то это может не понравиться. They may abuse you in some way. Они могут как бы оскорбить вас, попытаться так вот унизить. They might call the police. Они могут вызвать полицию. The police might arrest you. А полиция может арестовать вас. They might keep you detained for several hours. Они могут вас в участке там продержать несколько часов. But the sadhu is tolerant. Но саду они терпеливы. These things happen. Поскольку эти вещи не происходят. This is actually quite mild in comparison to some situations. Mild. Quite, mild. I mean, not very heavy, not very difficult experience in comparison to some. Но это на самом деле еще как бы не очень такой вот, прям ужасный опыт по сравнению как бы с другими ситуациями. То есть это не так сложно. In Bangladesh, many years ago, in the 1980s, в Бангладеше много лет тому назад, в 1980-х, we had a nice Mercedes van, big one. У нас был очень такой хороший автобус Mercedes. We brought from Europe. Мы туда приехали с Европы на нем. And we had nice equipment, projector, movie projector for showing Hare Krishna people. И у нас много было всяких таких хороших вещей, типа как проектор, на котором мы кино показывали про людей из Харе Кришна. Generator to make the equipment, sound projector and all sound equipment to make it work. Often no electricity in the villages. Солнечные батареи, солнечный генератор, от которого энергию получали они. No, not solnitsi. They were running on a benzene. Генератор, в общем, генератор. And so we had sound equipment, we had movie projector. То есть у них был вот этот вот генератор и проектор, который кино показывал. Expensive van. Очень дорогой автобус. Many books inside. И много книг было в этом автобусе. So once the Sankirtan party was arrested. И как-то вот это все было арестовано. Полиция. And the leader of the party was put into prison. И лидера Санкиртаны группы его посадили в тюрьму. He was from New Zealand. Он был с Новой Зеландии. And he was. How long do you think he was in prison? И как вы думаете, сколько он там времени провел? Неделю. 1 week. No, 1 month. 1 месяц. And all equipment, van was confiscated, all equipment was confiscated, movie projector, generator, books, everything. И все было конфисковано, вот это все, вот это, проекторы, генераторы, автобус, книги, все было конфисковано. So 28 days in prison, a long time. 28 days. 28 дней в тюрьме он был. No, finally, through some influence, we got everything back. Но в конце концов, там, благодаря определенному влиянию, мы получили все назад. Another time, Subhag Swami was arrested. В другой раз Субхаг Махарадж был арестован также. In Bangladesh also. В Бангладеш. Also 28 days in prison. Также он 28 дней провел в тюрьме. But our New Zealand devotee, they kept him in separate cell when he was under arrest. Но его как бы посадили. The New Zealand devotee, he was in a separate cell when he was arrested. Но вот преданный с Новой Зеландии, когда он был арестован, он был в отдельной камере, да? You see, quite comfortable. Ну, более-менее комфортно себя чувствовал. VIP. But Subhag, they put him in a cell with about 60 or 70 other criminals, all packed up. Субхага Махараджа посадили в общую камеру, там где 60-70 человек сидело, таких
You can imagine, you know, toilet in the same room. Туалет там в комнате. And he had to live there 28 days packed up in a room. 28 дней ему надо было жить в этой атмосфере. So, you know, sometimes the Buddha had to undergo quite heavy austerity. Поэтому при этом иногда приходится принимать как бы на себя достаточно серьезные аскезы. But still, you know, they're tolerant. The sadhus are tolerant. По-прежнему садху, они, тем не менее, должны быть терпеливыми. Now what to do, you know? А что делать? The materialists, sometimes they are demoniac and they want to give trouble to sadhus. Потому что материалисты, они иногда хотят причинять беспокойство садху. They get kind of perverted pleasure from it. Они как бы, ну, это для них своего рода такое извращенное наслаждение они черпают. But still, the sadhus, they're merciful. Но тем не менее садху они остаются милостивыми. They go on preaching Krishna consciousness. Они выходят и проповедуют сознание Кришны. They got everything back, got out of jail, and again they went on sankirtan. Они получили все обратно, когда вышли из тюрьмы, и опять пошли на санкиртан. Subhag Maharaj, he went on preaching, you know, in Bangladesh. Subhag Maharaj тоже как выпустили, он дальше начал продолжать. Still he goes there to preach. До сих пор проповедует. So, Stadikshava Krunika, Suridam Sarvadehinam, they're friends of all the living entities. Сухридам Сарвадехинам, они являются другом всех живых существ. And they want to help everyone, to uplift everyone spiritually. Они хотят помочь остальным живым существам, поднимая их духовно. Even Prabhupada said, not only human being, but all living beings. Прабхупада говорил даже не только людям, но и также другим живым существам. The devotees like even to give prasadam to animals, plants. Преданные, они нравится даже давать просад не только вот людям, но и собакам, там, животным и растениям. We know the story how Lord Chaitanya, you know, when he was on the way to Puri, Nityananda Prabhu broke his danda. Мы знаем эту историю, когда Господь Чайтанья шел в Пури, Господь Нитянанда сломал его данду. And he was upset with the devotees, especially Nityananda Prabhu. Lord Chaitanya was upset. И Господь Чайтанья был слишком, он был расстроен преданным, поведением преданного, в особенности Нитянанда Прабhu. Because you know, he asked Nityananda, how did my danda get broken? Where's my danda? И он спросил Нитянанду, как это так получилось, что моя данда сломалась, где она сейчас? And Lord Nityananda said, you were in ecstasy, we were dancing, and we embraced, and your danda was broken, and I threw it in the river. И он говорит, ну ты был в экстазе, мы были в экстазе, мы танцевали, потом обняли тебя, и эта данда сломалась, и вы так таких объять, и мы выкинули ее в реку. Untrue, it wasn't true. Но это не было правда. No, but they didn't like, the devotees didn't like Lord Chaitanya had to follow so many strict rules, sannyas, shave his head and etc. При этом им не нравилось, что Господь Чайтанья, он такой вот правильный саньяси, всему следует, ему было неприятно было видеть Господа в такой форме, поэтому... But Lord Chaitanya, he took it very seriously. Но Господь Чайтанья воспринял это очень серьезно. So he said, you know, I don't want to travel with you anymore. И он сказал, я не хочу с вами путешествовать вообще. He said, you can go in front or you can go behind, I'm going alone. Вы можете идти взад или вперед, но я пойду один. So they said, okay, you go in front. И они ему сказали, ну хорошо, иди вперед. So at that time, while they were traveling, Shivananda Sen was managing the group. И в другой раз, когда они путешествовали, Шивананда Сена, он был, ну, как бы менеджером группы. And one dog began to follow. И какая-то собака привязалась к ним. And when they were crossing the river, he even paid money so that dog could cross on the ferry. И когда они пересекали реку, он платил за всех преданных, которые в лодке переезжали за лодку, и также за собаку заплатил. And he was also giving prasadam to the dog. И также он давал ей просадам этой собаке. But one day the dog disappeared. Но однажды эта собака исчезла. And Shivananda began fasting. He thought I offended the dog. И Шивананда начал поститься, и он думал так, что я оскорбил, наверное, эту собаку чем-то. And when they reached Puri, they saw the dog was sitting beside Lord Chaitanya.
Puri. А когда они достигли Пури, они увидели, что эта собака рядом с Господом Чайтаньей сидит. And Lord Chaitanya was feeding coconut pulp prasad to the И dog. Господь Чайтанья кокос ел кормит прасадом. And then it took 4-armed form and went to Vaikuntha. И они увидели, как эта собака приняла четырехрукую форму и ушла на Вайкунтху. So like that, Lord Chaitanya, his devotee, also merciful to the animals. И вот точно так же, как Господь Чайтанья был милостив к этой собаке, преданный также милостив к другим. Of course, they try to concentrate on the human beings because they have more brain substance to understand spiritual life. Конечно, мы больше пытаемся сконцентрироваться на людях, потому что у них больше серого вещества в голове, которое помогает им принять сознание Кришны. But anyhow, this is characteristic of a devotee. He's a friend of all living entities. He wants to uplift everyone spiritually. Но так или иначе, это является характеристиками преданного, который является другом всех живых существ, которые хотят давать людям духовное знание. So when the sadhus curse someone, they're giving him some chastisement or punishment, so he'll rectify his behavior, and at the same time some benediction to give him inspiration and upliftment. То есть, когда садху проклинают, он дает человеку силы исправиться и показывает ему то, что ему нужно исправить. И таким образом это является благословением, потому что он проклятием помогает ему исправиться, хочет, чтобы он исправился. Yes, but there may be some special circumstances as well. Not only he'll be improved by the curse, but there'll be some benediction included. Ага, то есть есть еще особое обстоятельство, когда еще особое благословение, оно включается в проклятие, то есть как там? Для того, чтобы помочь ему подняться подняться с его этого уровня оскорбления на духовный уровень. То есть, so just like Narad Muni cursed Nalakuvara and Manigriva. Вот как Нарада Муни, допустим, проклял Налакувару, Манигриву, To become trees. чтобы они стали деревьями. But they were not ordinary trees. They were trees in the courtyard of Nanda Maharaj. Но они не были обычными деревьями, они были деревьями в саду Нанды Махараджа. And they were pulled over by Lord Krishna. И они были вырваны Господом Кришной. So they got darshan of Lord Krishna. И они получили даршан Господа Кришны. As soon as they got out of the tree form, they got darshan of Krishna. И как только они вышли с этих форм деревьев, они увидели Кришну, получили его даршан. So being punished to become a tree, it's a very severe punishment. Проклятие от того, чтобы кто-то стал деревом, это очень достаточно такое сильное проклятие. Especially for a demigod. А в особенности для полубога. But to get the darshan of Lord Krishna, such a wonderful benediction. Но получить даршан Господа Кришны, это очень такое удивительное благословение, очень редкое. So Narad Muni, he was cursed to become a Sudra. И Нарада Муни, он был проклят, чтобы стать шудрой. But his mother was a servant of some great devotees, great Bhaktivedantas. Но его мать, она была служанкой великих преданных, великих Бхактиведант. And therefore, from childhood, he got their association. И поэтому он с самого рождения уже получал их общение. You could hear them speaking of Krishna. He could hear their kirtan. Он мог слушать о том, как они говорят о Кришне, о том, как они делают киртан. And they gave him training in spiritual life. И они давали ему, обучали его в духовной жизни. So curse but benediction at the same time. То есть это и проклятие, и благословение в одно и то же время. So here, in this section of the Bhagavatam, Narad is explaining how his mother was bitten by a snake and she passed away while he was still very young. И вот здесь, в этой части Бхагаватам объясняется то, как его мать Нарады была укушена змеей, и то, как он оставил потом дом и ушел в путешествие. И проходил вот эти все места, о которых мы читали. She was bitten by a snake. So he took it as the arrangement of the Lord. И Нарада Муни принял это как волю Господа. And because he had that good training from the sadhus,
поскольку у него был хороший опыт обучения от садху, then as he traveled through different places, he was always very Krishna conscious. хотя он путешествовал по другим местам, но он всегда был внутри сознающим Кришну. So here in this verse, it's described how even in a long time ago, there were so many activities of human society. There were cities, there were villages, there were animal farms, mines, agricultural lands, etc. И в этом стихе объясняется, что даже в прошлом была очень развита человеческая цивилизация, было много этих ферм, шахт, полей и так далее. It's not that they were just primitive, half monkey, half human. Но это было не примитивные первобытные люди, полуобезьяна, получеловек. Eating raw flesh or whatever. Которые едят сырое мясо. Or had a few crude stone tools or something. У которых вот эти вот всякие молотки с камни и так далее, каменные все. No, here it said there were nursery gardens, flower gardens, mines, agricultural lands. Тут говорится, нет, у них были разные фруктовые сады, полисадники, всякие поля. Flourishing metropolises means quite large cities. Большие, огромные города, процветающие. But obviously it was much more sattvic than nowadays. Но это было намного благостнее, сатвичнее, чем то, что у нас есть сейчас. Well, especially because they didn't have all these motor cars and buses and trucks. Ну, в особенности, потому что у них не было вот этих всех мотороллеров, грузовиков и автобусов, которые загрязняют. So the atmosphere and the environment was still very clean and pure. Атмосфера и окружающая среда, она была намного чище. But as Prabhupada mentions in the purport here, you know, history is repeating itself. Но как Прабхупада здесь говорит в комментарии, история повторяется. There, you know, have been such cities for millions of years. И эти города не существовали миллионы лет. Sometimes there are civilizations and then everything, you know, in course of time diminished and was destroyed, and then another civilization came up. Но со временем даже эти цивилизации, они потихонечку приходят в упадок, разрушаются, и на смену им приходят другие цивилизации. Just as we read in the scripture, there are different yugas. Как мы читали в Писаниях, что различные юги. And they're repeating again and again like seasons. Они повторяются вот вновь и вновь, подобно сезонам погоды. Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga, like that. They're repeating one after the other. Те юги, они повторяются друг за другом. And so we get, you know, the characteristics of the different ages being repeated. И, ну, то есть мы можем понимать, что различные, как бы, юги обладают характеристиками, и они повторяются друг за другом. So постоянно, we should not be surprised to read about advanced civilizations existing in the past. И поэтому это нас не должно удивлять, когда мы читаем в шастрах то, что существовала развитая цивилизация человеческая много лет тому назад. Anyway, Narad, even in the previous life, he was a sadhu. Так или иначе, Нарада Муни, он a sadhu even in the previous life. Нарада Муни, он был все равно был садху даже в прошлой своей жизни. So this is a description here how he was completely focused on spiritual activities. И здесь это дается вот объяснение этому, что он был, хотя был маленьким мальчиком, но он был сконцентрирован на духовных целях. Prabhupada said he did not waste time for a single moment with economic development, although he passed towns and villages, mines and industries. И Прабхупада здесь говорит в комментарии, что он не терял и единого мгновения, просто проходя эти все мимо города, вот эти все развитые цивилизации, то есть он
не устраивался на работу. Да? He continually went on to progressive spiritual emancipation. И он продолжал свой духовный путь, духовной самореализации. And after some verses we'll read how in meditation he actually had darshan of the Supreme Lord within his heart. И через несколько стихов мы сами увидим то, как он после определенной медитации он получит даршан Господа. So he became very advanced, and in the next lifetime he became Narada Muni. И таким образом он станет очень продвинутым преданным, и в следующей жизни он родится Нарада Муни. So Hare Krishna. Харе Кришна. Any question or comment here? Какие-то вопросы, комментарии есть? Yes, please. У садху у него, вот у Нарады Муни страха не было, он как пошел, так и пошел. А в нашем случае откуда страх берется? Well, we cannot say, we cannot actually know the full details of his internal feelings. Мы не можем до конца узнать полное нутро Нарады Муни, то, что внутри он чувствовал, то есть всю его. I mean, this is a general description of his situation. Это общее описание здесь дается Нарады Муни. But could be, and sometimes he felt a little bit, fear or inconvenience. But because of his Krishna consciousness, he overcame any, difficulties. Ну да, может быть такое, что иногда немного чувствовал страх, но поскольку он всегда был в сознании Кришны, он имел силы преодолеть. Narada Muni, she doesn't have any fear, but from where does fear? Wait, I'm still answering the question. Sorry. In the next verse, it's described that he was very tired, he was bodily tired, he was mentally tired. It's mentioned he was mentally tired. Но в следующем стихе говорится, что он испытывал сильную усталость, ментальную и телесную. So it means he was feeling some mental stress. И это означает, что у него был какой-то, моральный стресс такой. Yeah, mental. Умственный. Yeah, so I mean he did experience also some mental and bodily weaknesses or inconveniences. И то есть у него также был этот опыт того, что у него была слабость и такая неудобство умственное и телесное. But because he was Krishna conscious, he passed through it. Но поскольку он находился в сознании Кришны, он мог это все преодолеть. He wasn't a machine where he didn't feel anything, any kind of difficulty or fear or stress. То есть He was not a machine. Он не был, то есть, машиной или таким автоматом, который не мог это преодолеть. He also felt, то есть идея в том, что он тоже был внутри, он чувствовал что-то, он не просто был такой машиной для медитации, у него были эти переживания внутри, он это в себе преодолевал живым. So we should learn from this story that he was in a low-born position. И мы можем, эта история нам показывает, что у него было низкое рождение. He experienced, various kinds of difficulties, mental and bodily. И у него был также опыт этих проблем телесных и умственных. But by the power of Krishna consciousness, he crossed over all the difficulties. Но благодаря силе сознания Кришны он смог это все преодолеть. So we shouldn't think that, this is not relevant to us. И мы не должны думать, что это не относится к нам. Oh, that's Narada Muni, he's in the spiritual sky, or he's on that level. Well, how can we possibly attain? И мы не должны думать, что Нарада Муни, он там где-то в духовном небе, понятно, он это все мог сделать, но как это нам все применить? No, he also was experiencing difficulties. Нет, он тоже проходил через все эти трудности. He was in a low position. У него было низкое рождение. But by power of Krishna consciousness, he was uplifted. Но благодаря силе сознания Кришны он был поднят с этого положения. So yes, we will feel some fear sometimes.
Да, конечно, мы также можем чувствовать страх какой-то. But you know, by steady practice of Krishna consciousness, we can pass through those difficulties. Но благодаря стабильной практике сознания Кришны мы можем преодолеть все эти трудности. Тут очень вдохновляющий момент, когда говорится в тексте, что проходила Харинама, вот, и они Канхару просто услышали, как бы, звуки святого имени, то есть Нарада Муни, он просто, его жизнь изменилась, он в следующей жизни уже стал преданным. И когда мы идем, мы не понимаем, что происходит. Когда вот мы идем, допустим, вот Радха-ятра была, да, и видим кругом люди, как влияет на них святое имя, вот звук вот этот. И вот Бхагаватам как раз показывает. И еще хотел спросить, а вот движение Харинама Санкиртана, получается, что существует как бы всегда, проходит вот во все юги, получается, да? Yes, chanting the holy name is done in all yugas, correct? Да, воспевание святого имени. Yes, there may be some stress more in a certain yugas on deity worship or yagyas, you know, but still the Harinam is going on. В разные юги просто подчеркивается разное в юга-дхарма, там уделяется внимание поклонению божествам или жертвоприношениям, но Харинама всегда существует. А когда закончится вот этот золотой век, 10 тысяч лет, там вообще не будет сознание Кришны и Харинама, когда закончится? No, there will still be some, but it will be less and less. Ну, будет что-то, просто будет меньше и меньше, очень мало. And of course it's the worst age. Ну, конечно, это такой ужасный век. In the other ages, I mean, in general, people were much more pious and they were performing all these different activities, deity worship, yagyas, meditation, chanting the holy names. И в прошлом юге люди были более благочестивые, они совершали все вот поклонения божествам, жертвоприношения, воспевали святое имя, они все это совершали. But still will be going on, even later in Kali Yuga, even in the degraded times. Но, тем не менее, даже в Кали-югу это будет продолжаться воспевание святого имени, ну просто в меньшей степени меньше будет. Brahmanas will be also there. Браманы тоже будут. Kalki comes as a son of a Brahmana, as I recall. И Калки, вот он явится как сын Брамана, то есть будет Брамана. Something will be there. Что-то будет. Он будет проповедовать или он будет все разрушать? He will be preaching or he will destroy. Kalki? Yeah, he will take a more severe course of action. Ну, он посерьезнее как бы будет разговаривать. Товарищи. Okay, Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Да. Вопрос, да? Да. Вот вы насчет этих проклятий сказали, да, проклинают. А люди вот в повседневной жизни друг друга проклинают, а они как бы без благословения или как? Yeah, I think, when people curse each other, in nowadays, most people anyway, it's just malicious. You know, there's malicious means, no, ill-intentioned, bad intention. Ну да, то есть, но это не те проклятия, которые садху, это такое больное сознание. But when the sadhus chastise, they try to rectify or help them. Но когда садху проклинают, его идея в том, чтобы Chastise, I said, то есть ругают. They don't usually curse now. Они на самом деле даже не проклинают, то есть он может ругать. We shouldn't try to curse others. И нам не надо пытаться проклинать других. Да, но у нас иногда не хватает, может быть, сострадания. Мы можем что-нибудь так пожелать. Это тоже как-то не очень правильно. Not very good. Not very good. Да, это не очень хорошо. Да, но не хватает иногда. Вот, просто достанут и хочется это пошел. Then we may get some reaction. If we. Ну и мы, если так скажем, получим какие-то реакции. Мы. Да. Yeah, if we speak badly to someone or kind of without, if we chastise or even curse without, well-wishing at the same time, then we'll get some reaction from it. Ну вот если мы
ругаем или проклинаем кого-то, и мы, как бы, у нас нет вот этой идеи, что помочь ему, у нас вот это вот без сострадания, то мы получаем реакцию, конечно, мы получим реакцию. Потому что это, ну, как бы считается как вайшнава аппаратка, то есть мы совершаем вайшнава. Если это по отношению к преданным. Если не по отношению к преданным. We also can get some reaction. И все равно, даже если по отношению к непреданным, все равно получим реакцию. You know, if we misbehave or abuse somebody, it will disturb our consciousness. Если мы неправильно себя повели с кем-то или оскорбили, это также будет наше сознание беспокоить. Prabhupada did say Vaishnavas are respectful even to the ant. Прабхупада говорил, что вайшнавы, они выражают всем почтение, даже муравьям. So we have to be careful. Поэтому нужно быть внимательным. Но мы бы рады выражать, Махарадж, но качеств не хватает, мы же как бы не сидим в процессе, вот, не то, что ты специально там сидишь и вынашиваешь все, но бывает вот, что просто не хватает качеств, не хватает идеала. Well, we have to learn from, but we'll get some bad effect from it, and we have to learn not to do it again. То есть, ну, когда мы получаем этот эффект от оскорбления, это учит нас тому, как не поступать так в следующий раз. Нет, понятное дело, что мы учимся, понятное дело, что на грабли иногда приходится наступать не получается. She says that, yeah, I understand that everything, like, we are all on today, we are studying, but still we are going to do some mistake. Like how we can protect ourselves from it, because it's like an unconsciousness mistake, obviously. Well, we have to learn from our experience, we have to learn from the scripture, we have to learn from, sadhus. Мы должны учиться просто вот, и, от нашего опыта, от садху, и шастры должны получать. And if we don't learn, we'll go making the same mistakes again. И если мы не делаем выводов после ситуации, мы опять будем совершать эти ошибки. То есть нужно продолжать учиться. Prabhupada said, first-class person learns just by hearing. Прабхупада говорил, первого класса человек учится просто услышать. Second class, he hears, but still he makes mistakes. Второй класс человек, он услышал, но он по-прежнему совершает ошибки. But still he learned from his mistakes. Но он уже учится на своих ошибках. And third class, he hears, he makes mistakes, and he doesn't learn, he goes on making the same mistakes. И третий класс, он слушает, совершает ошибки, и даже ошибки его не учат. Он снова и снова их совершает. Они не дают ему опыта. То есть проклятие саду — это благость получить? The curse of sadhu means to get benediction. That, at least in the examples we see in the Bhagavatam, when the great sages cursed, they gave, it was benediction at the same time. По крайней мере, те примеры, которые мы видим в Бхагаватам, мы можем видеть, что все проклятия, которые давали мудрецы, они по конечному результату приносили благо. А что быстрее получить, проклятие или благословение? What's coming? No, what we can get more fast, either benediction or curse. Well, there are different examples. They work in different ways. Ну, в разных примерах вот это по-разному как бы происходит. But generally, that curse, like become a Sudra, take birth as a tree. I mean, at least apparently the curse is coming first, right? Ну, как бы по идее, это проклятие, оно... От этих примеров видно, что проклятие, это как наказание было как на первом очереди. Например, стать деревьем или стать Шудра. Кажется. Ну, кажется, да, кажется. But then included benediction was also there. Но там всегда включено благословение. What is better? What's better? Punishment or benediction? I mean, it means that how we can, like, what's better to get from sadhu, punishment or benediction? Either. И то, и то. They're both for a benefit. Все приносит благо.
слышал, что в Писаниях, по-моему, Госвами где-то пишет, что когда человек оскорбляет вайшнава или духовного учителя, он идет в ад, и на протяжении всей своей вечной жизни из одного ада переходит в другой ад. Вот. Как эту ситуацию понять, когда душа все-таки к концу обращается? Рупа Госвами говорит, что если человек совершает вайшнава аппарат, да? И оскорбление духовного учителя. Или оскорбление. If he heard that some scriptures Rupa Goswami mentioned that if the devotee did some aparadha to Guru or to Vaishnava, he go to the hell and he eternally going from one hell to other. So how we can make that living be liberated once. If he gets mercy of the Vaishnavas, he can be relieved. Если он только получит милость Вайшнава, он может оттуда вырваться. But anyway, it's a warning: don't commit Vaishnava aparadha. Но это предупреждение тому, что не совершайте Вайшнава аппарат. The consequences can be very severe. Поскольку результат будет ужасным. Okay, last question. Да, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. То есть получается, что все живые существа, они рано или поздно перестают учиться, так я понимаю. То есть они что-то вот встретились с Харинамой, что-то начали делать, что если едва ли один достигает совершенства, то в конечном итоге они опять отпадают. Bhagavad-gita mentions that among that who attain into liberation, maybe few of them will attain it, and she means that what's going on with others. So they starting to learn from scriptures, so they starting to follow bhakti, but somehow or other they stopping their progress. And еще вопрос? Вопрос в том, что получается, что все мы уже, много всегда начинающих, но мало, то есть достигших совершенства. Это говорит о том, что все-таки они прекращаются. So it means that they stopping to learn, because there are mostly people stopping to learn from scriptures and they going down from the very spiritual path, and she asking, so is it true or not? I didn't follow the question. Did you understand it yourself? Я не могу, сам вопрос в чем? То есть... Вопрос в том, что мы занимаемся, мы совершенством. Так. Но достигая совершенства, миссия, это значит о том, что душа перестает все-таки становиться святой и начинает опять опускаться на материальные качества. Ну да, а вопрос в том, правда это или нет? Ну так получается. Мы так все думаем, что вот мы совершенствуемся, и рано или поздно у нас это все закончится. А получается, что... Просто Махараджа, я извиняюсь, этот стих, смысл его совсем в другом, не в этом. Вот этот стих, который вы произнесли, просто он не в этом, что мы перестаем прогрессировать. Не, мы считаем совершенно. Mostly of people who started to do bhakti yoga, mostly of them after a while stop to do their progress. Is it true or not? She asked me. So it means that why does it happen? Why does it happen, and why the soul stop to learn from other, even got some experience before? Maya is very strong. Maya сильна. Maya is always putting obstacles. Maya всегда какие-то препятствия. There may be ups and downs on the track. Есть взлеты и падения на пути. But still, Krishna says, that even a little performance of devotional service, it can give one great benefit. Но Кришна также там говорит, вы видите, что даже небольшой прогресс на этом пути дает человеку высочайшее благо. And even if there is some, slowing down, still, the fact that a person has engaged in devotional service is a big credit, eternal spiritual credit. Даже если они там у них какие-то сбои на пути есть или не падают, тем не менее у них есть
вечный духовный кредит и вечное благо, которое никуда не пропадает. Generally, they'll somehow manage to continue. И generally, yeah, even devotees have some difficulty. In the long run, they'll manage to continue their spiritual progress. И так или иначе, они рано или поздно все равно как-то пытаются вернуться на этот путь духовного прогресса, то есть он большой этот путь, и могут приходить, уходить, но они всегда стремятся вернуться. That's the dangerous thing. Spiritual credits, they build up. Spiritual credits, they build up. Even if there is some like peri-reef, they still remain. But if someone commits a serious Vaishnava aparat, he can destroy his spiritual credits. This is the danger. Да, то есть опасность только в оскорблениях. Когда человек совершает духовную практику, он нарабатывает духовный кредит, и он никуда не девается, только вот Вайшнава аппаратха, она может его сжечь полностью. This is our last question. Последний вопрос. Успел. А вот я хотел задать такой вопрос сама. Вот пока мы вот сейчас проповедуем, у нас, слава Богу, все есть. И просад, и то есть, средства для передвижения. То есть условия, можно сказать, идеальны. Но и то бывают такие моменты, когда преданные устают, во время приезда или после похоронам, усталость накапливается, бывает. И тогда уже вот именно отношения трудно поддерживать, бывают какие-то срывы, и вот и начинается вот такое. Я думаю, скорее всего это будет, не знаю, но трудности не будут всегда, то есть они в дальнейшем все равно какие-то препятствия будут, сложности и разные. Как вот подготовить себя, чтобы даже сейчас уже не было вот этого неутренности и когда устаешь, чтобы не уплескать на других преданных вот свою эту усталость и недовольство какое-то. Вот как это вот, научиться этому? It's a question of experience, controlling the senses, controlling the mind. Это вопрос опыта и контроля ума и чувств. As I said, you treat others as you would like to be treated yourself. Treat others as you would like to be treated. То есть относитесь к другим так же, как вы хотели, чтобы относились и к вам. Это пословица. А иногда не хватает терпения. Sometimes not sufficient tolerance is not sufficient. No, we have to learn by experience. Вот опытом нужно учиться. Опытом. Терпеть. Good experience for us. Хороший опыт для нас. Okay. Hare Krishna, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupade ki, Sankirtan Yagya ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gaura Premanandi.